Европа славится своими многочисленными фестивалями, и Германия не исключение. И хоть мы пропустили уже некоторое количество фестивалей разной степени зрелищности, этот фестиваль мы решили не пропускать. Это стрит-фуд-фестиваль, который проходит рядом с нами, в городе, который нам уже полюбился, в Хайдельберге. Поэтому предлагаем вам присоединиться к нам и посетить это место. Погнали! Это Adobe. Примерно похоже, но все-таки не настолько аутентично, как это на Филиппинах. Они хрустящие снаружи и такой нежный вкус внутри. Это большие ребята гоняют мячик руками. Еще, произошла неприятная ситуация. Типа эти 100 евро фейк. Изумительно. Ну что, мы прибыли на место. Пока что здесь народу не сильно много. Хотя я думаю, что к вечеру прибавится, когда жара спадет немного. Прибыли мы знатно подготовленными, то есть голодными. Пришла пора немножко осмотреться, что здесь происходит. В общем, начали мы то, что больше всего любит Джойс. Это Adobe. Я не знаю, как это готовится, но это, курица в каком-то особенном соусе. Oyster sauce? Yeah, oyster or the soy sauce. Соевый соус и устричный соус. Это вместе смешивается, маринуется курица. Получается такой очень пикантный аромат. В общем, попробуем. Джойс уже пару раз это готовила. Это ее любимое блюдо. А я буду сравнивать вот это с ее кулинарными способностями. Но, честно говоря, я не думал, что это уличная еда. But is it really street food in the Philippines? No, it's like a dish that you serve for, let's say, for example, lunch, dinner. Mm-hmm. Yeah. It's like a meal, babe. You Yeah. pair it with rice. And you cannot buy it on streets. You can also, however, for like small restaurants, something So like it is possible to consider it as street food. Окей. Я немножко усомнился, что это стрит-фуд, но Джойс подтвердила, да, что это можно действительно купить на улице в Филиппинах. Ну, я бы сказал так. You try this one. Вкусно, но Джойс добавляет больше соуса. Поэтому, мне кажется, у нее все-таки лучше получается, чем вот это. You tried by adobo, so which one is better? So what do you think about this taste? Sweet. Pork is fried. What do you think about the taste? It's a little similar, but the authentic way of cooking adobo is I couldn't find on the taste. Говорит то, что примерно похоже, но все-таки не настолько аутентично, как это на Филиппинах. Ну, в общем-то, это понятно, потому что все это адаптируется к европейскому вкусу. But when you eat it with rice, it complements. Я не знал, что сюда можно добавлять свинину. Потому что то, что я видел раньше, это что Джойс готовит, это обычно курица. Маринованная курица. Вот, но здесь со свининой достаточно вкусно. Но, как я уже сказал, мне кажется, если добавить сюда немножко больше соуса, вот этого специфичного, будет еще лучше. Но в целом мне нравится.
Ну что, начало положено, по-моему, неплохо. Перекусили, желудок набили. Пришла пора какой-то деликатес скушать. Сейчас будем пробовать чурос. Я не помню, какая это кухня, но должно быть вкусно. Выглядит как, не знаю, я бы сказал, как заварные пирожные, но не совсем. Что-то все-таки иное. Сейчас попробую и расскажу. Dankeschön. К сожалению, тут везде музыка играет, поэтому я не уверен, что прям звук хороший получится. Но посмотрим. Может быть, все-таки удастся что-то вытянуть. Вот такие вот палочки чурос. Это какие-то сахарные палочки с подливкой из шоколада. Ну, здесь кокос, орешки и прочее. Будем пробовать. Надо будет почитать, чья это кухня. Мне кажется, какая-то Латинская Америка. Но могу ошибаться. Они хрустящие снаружи и такой нежный вкус внутри. Try churros with all in cinnamon, sugar, dark chocolate. Да, там был выбор просто выбрать стандартные. Я так понимаю, они просто медом политы. Либо all-in. All-in это они поливают шоколадом, добавляют орешки, кокосовую стружку, что-то вроде карамели, еще что-то. Я не понял. Вот. Разница 2 евро, но лучше, конечно, все вместе. Мне кажется, если ограничиться стандартной, то это будет похоже на пахлаву, может быть. Может быть. Мое предположение, потому что я не пробовал. На самом деле мы только начали, и хочется попробовать все. Ценники, конечно, не маленькие, потом об этом расскажу. Но все очень вкусно. Реально хочется попробовать все. Я не знаю, сможем ли мы. Как бы потом нас на носилках домой не уносили. Ewald und Pilser mit der Nummer 16 und der Nummer 20. Nicht mehr dabei sind mit der Nummer 15 Bastian Fahnerosch und mit der Nummer 1 John Dogo. Yes, boys! Rose, komm! Auf, Rose, auf! Go, Jaro! Komm in rein! Rose, komm! Support only! Hold it up! Мы решили немножко прогуляться между тестированием вкусной уличной еды и попали на игру регби, американский футбол, я не знаю. Может быть, это одно и то же. Ну, в общем, когда большие ребята гоняют мячик руками. Я совершенно не понимаю этих правил, но было интересно посмотреть. When we arrived there, the game was about to finish. So, can I say, it was fun for me.
Это было весело, Yeah, but unfortunately, when we arrived, но, к сожалению, когда мы пришли, the game was about to end already. игра So уже заканчивалась. we witnessed the it was, I think, in the middle already. Да, Yeah, поэтому мы засвидетельствовали середину, but middle of what? middle of the game already. Yeah, when we Да, arrived there. мы смотрели приблизительно с середины игры до конца. Yeah, it was fun. I like it. Было забавно, мне понравилось. Yeah, that's it. I hope we could watch more of a game like that. Я надеюсь, что мы никогда ничего подобного больше не увидим. Я соврал здесь? Ну да ладно. Ничего. Пришла пора американской классики. Вафля с куриным мясом внутри и кучей соуса. Как это называется, я уже забыл, честно говоря. Но выглядит вот так. Тухат. Очень горячая. Я бы сказал, наггетсы на максималках. Ну, в принципе, интересно. I mean, it's not that crunchy. Outside is crunchy, but Ну да, inside- они снаружи такие вот очень хрустящие. Вот такие вот. Прям хрустящая корочка. А внутри сочное мясо. Достаточно интересно, да. Удивительно то, что вафля сладкая. Это я не ожидал. Прям такой характерный медовый вкус имеет. Your first time to try this? А мне, похоже, досталась самая вкусная часть. You're the one who paid this one, this €100. Yeah. So it's not okay. Why? Because it's not okay. Sorry, you checked it there. It's not the original. It's not real. It was. It cannot be not original because it was taken from a bank. Because what? It was from a It's bank. not my problem anyways. So would you like to give my money back and take your money or what? Even though I called police. So there's two options. You still have I cash? cannot be sure that you do not exchange it. I cannot be sure that you have I'm not not getting exchanged. discussion with you. You give money back, you take the real one, or I call police. There's two options. Sorry, but I'm not sure that you have not exchanged this This banknote. one you gave it to me. I just I'm not sure, it's the very €100 for my day. but you checked There's it no there, other. I took it, I look it, it and was it, suspicious for me, so I asked someone else. sorry, it wasn't. Shrabi. Do you have another cash? No, I have, but he checked this banknote. Change it, babe. Sie haben uns das gegeben, ne? Sorry, I don't speak German. We don't speak, also, this is, we don't take €100. You do not take it, No. so it is okay. This is I don't correct know. banknote I don't know if it's okay or not, but we don't. because he said that it is not okay. It's your problem. He checked that banknote when I was paying, Yeah, I know, but we don't take 100. but why you didn't let me know? I am the chef, he is, I'm work with it. yeah. Yeah. No. But how did you know that it's a fake? Please, I'm talking to him. No. We are together. You are talking to us. I'm talking to you. Okay. You pay with 100, you don't take 100. It's einfach easy. You give me Could 90, you sit, please? Could you I sit, don't please? have time. Вообще, короче, произошла неприятная ситуация.
подошел чувак, который продавал вот эту последнюю вафлю, как-то она называлась, я не помню, и такой предъявляет, типа, я главное, заплатил ему банкнотой, 100 евро отдал ему, он ее проверил, дал мне сдачу, 90 евро. Все, я ушел оттуда спокойно, сидим спокойно, кушаем, и тут он подходит и такой заявляет, типа, эти 100 евро фейк, типа, давай возвращай назад мне сдачу и плати нормальными деньгами. Ну, в общем, пришлось немножко поконфликтовать, он вызвал своего шефа. Шеф сказал, что на самом деле они просто не принимают эти 100-долларовые банкноты, и поэтому попросил заплатить другими деньгами. Говорит, банкнота нормальная. Вот. На что ему сказали, типа, твой чувак вообще как-то так не очень вежливо себя вел. Вот, угрожал вызвать полицию, бла-бла-бла, говорил, что это фейковая банкнота. Потом еще один какой-то подошел чувак, сказал, типа, это фейковая. Вот, я говорю, типа, а как я могу знать то, что ты не подменил эту банкноту? Вот, ну, действительно, он уже принял ее, вернул сдачу. Вот, и тут подходит и предъявляет. Ну, короче говоря, обменял я эту банкноту назад, посмотрел ее на свет, вроде бы это, не знаю, та же эта банкнота или нет, но, по крайней мере, она нифига не фейковая, как он заявил. Вот. А его начальник потом подошел и сказал, что просто у них такая политика, 100-евровые банкноты почему-то не берут. Ну, хрен его знает. Вот, немножко подпортили настроение этим. Вот, начальнику говорю, то, что твой работник некорректно себя ведет, угрожает полиции, бла-бла-бла, говорит то, что банкноты поддельные, типа так нехорошо. Ну, руководитель вроде бы поприличнее себя вел, поэтому согласились, обменяли, ну, собственно, и все, вопрос закрыт. Ну так, немножко, да, подпортили настроение нам. Ну ничего, ладно, бывает, мелочи. Вот об этой вот банкнотке шла речь. Сказал якобы фейк, но она вон светится вся насквозь. В общем, несмотря на то, что в прошлый раз подпортили нам немножко настроение, ничего серьезного не произошло. Вот. Я потом пошел, взял парочку кофе. Вот, кстати, такое замечательное фраппе. Холодный кофе. Изумительно. Ну, в общем, что я хотел рассказать. То, что дал эту 100-рублевую купюру я на кассе. Взяли ее тоже, посмотрели на солнце. Никаких вопросов абсолютно не возникло. Дали сдачу. Ну, все нормально. Вот. Ну, такой осадочек от предыдущего, конечно, остался. Ну да ладно. Все это мелочи. Бывает, случается. Не принимаем близко к сердцу и двигаемся дальше, да и все. Собственно, поэтому сейчас взяли кафе и продолжаем наслаждаться вечером. Cheers! Приятного аппетита! В общем, я не удержался, и мы еще купили 2 чизкейка. Один на палочке, а другой вот тирамису такой. Эх, праздник живота сегодня. Поэтому возвращаемся домой сытые, довольные, с полными животами. Но по итогу всего мероприятия, что я могу сказать? Мероприятие стоящее, мероприятие зачетное. Можно попробовать разный вкус со всех уголков света. Ну, может быть, не со всех, но со многих. Мы попробовали филиппинскую кухню, мы попробовали корейскую, мы попробовали латиноамериканскую, какую-то еще. Классическую американскую, где нам немножко настроение подпортили. Но это все мелочи. Но в целом я хочу сказать, что это замечательная возможность познакомиться с разными вкусами, не выезжая из страны. Поэтому оно того стоит. По ценам, понятно, здесь все дороже, чем это покупать, например, где-то на улице, ну, например, во Франкфурте в том же, или в ресторане. Потому что это все-таки фестивали, на фестивале цены всегда выше. Если вы были где-то, например, в Армении, то, возможно, посещали фестивали вина или пива, которые там проводятся ежегодно. И там, понятно, цены тоже выше, чем покупать то же самое вино где-то в ресторане или тем более в магазине.
Ну, на то он и фестиваль. Мы туда приходим провести время, попробовать приобщиться к местной культуре, поэтому это того стоит. Кстати, пока не забыл, если вдруг планируете поехать в Армению в этом году, то настоятельно рекомендую посетить фестиваль вина и фестиваль пива. Я точно не помню, когда это там проводится, по-моему, в июле, в августе или в августе и сентябре. Ну, если вам это будет интересно, то вы легко нагуглите необходимую информацию. Очень настоятельно рекомендую к посещению, очень классные мероприятия. Вот. Ну а мы закончим свои чизкейки и отправимся сытые и довольные домой. Правильно? Приятного аппетита! No, I'm not a writer. Okay. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Would you still amaze me?